Привет всем! Сегодня говорилка. Будет продолжение рассказа про Советский Союз. Будут годы с 80 по 85, еда и студенты. Фоном пойдут котики, лебеди и будет поездка в Словению, в местность винодельческую Горишка Брда. Очень красивое место, рекомендую посмотреть. Итак, в 80-м году я поступил в Новосибирске в институт и учился до 85-го года. Мы там учились вместе с супругой. И, соответственно, воспоминания о том, как это было в плане питания, в плане каких-то товаров, и всего прочего. Итак, был студенческий городок. То есть Новосибирск, это Сибирь, это достаточно такой климат. И это снабжение было по какой-то не очень хорошей категории. То есть в Новосибирске было полно каких-то заводов, но эти заводы были не такие, не принципиальные, не самые важные в плане оборонки. И даже по сравнению с Карагандой, угольной, шахтерской, Новосибирск кормили как-то не очень хорошо. То есть 80-й, 81 год это уже талоны. То есть в Новосибирске нам давали талоны на масло сливочное и давали талоны на какие-то там колбасные изделия, но обычно это были сосиски. Сливочное масло было такое, что когда его начинаешь мазать на хлеб, из-под ножа появлялась вода, капли воды. То есть это, видимо, было какое-то масло какой-нибудь особенной жирности, явно не 82%, вот такое было. Итак, в этом студенческом городке, мы жили в общежитии, мы еще не были женаты. Первый курс я сам учился, со второго курса супруга приехала ко мне, перевелась. И мы жили в разных общежитиях. Мы поженились после уже 4-го курса. И, соответственно, питались мы кто как мог. Были столовые. В студенческом городке была такая двухэтажное большое здание, железобетонное, столовая. Называлась она Рыгаловка. И там, в общем-то, студенты старались не питаться. То есть там никогда не было очередей, там всегда было свободно. И туда ходить было, там просто элементарно травили. То есть там можно было покушать и отравиться. А в плане там ассортимента какой-то, там была абсолютно полная убогость. И, соответственно, весь народ студенческий питался в другой столовой, которая была просто такая рабочая столовая какая-то. Она просто на улице стояла, я не знаю, к кому она там ведомственно относилась, но это не была студенческая столовая. Называлась она крематорий. Она была такого темно-зеленого цвета, у нее была труба, из которой постоянно был какой-то черный дым. И там постоянно стояла очередь, особенно зимой, там хвост торчал на улицу. И вот этот хвост на улице, вот это зеленое здание, вот эта труба с дымом, она была крематорий. То есть там что-то съесть можно было. Там, помню, давали какие-то там котлеты такие, похожие издалека на котлеты. И, в общем-то, там как-то что-то есть можно было. Но интуиция подсказала мне тогда, она в таких ключевых моментах, к счастью, меня не очень подводила. Интуиция подсказала, что если я буду вот таким образом питаться, то добром это не закончится. В комнате нас в общежитии было 5 человек. Иногда подселяли 6-го, стабильных у нас было 5 человек. И у меня был товарищ, сибиряк, спортсмен. И я с ним поделился таким образом, что давай мы сами попробуем готовить, то есть что-то будем покупать, там картошку жарить элементарно, то есть сведем посещение столовки к минимуму, потому что мне как-то там не очень нравится. И он со мной согласился, тоже говорит, как-то там не очень. И мы стали готовить. В комнате 5 человек, один из них был у нас такой после армии. У него был брат родной в Новосибирске, семья, и, в общем-то, он питался, ходил к ним в гости. А еще 2 ходили в столовую.
И мы начали готовить, как-то все вместе там раз, другой, третий, четвертый поели. Потом мы с товарищем поставили вопрос, что, ребят, давайте мы будем скидываться, покупать продукты и по очереди готовить. То есть у нас будет график, вот каждый день кто-то по графику готовит. И, соответственно, таким образом организуем питание. Но вот двое других наших товарищей по комнате, они сказали, что нет, нас это не интересует, нас вполне устраивает питание в столовой. Тогда мы сказали, что хорошо, но тогда извините, вот мы будем готовить, но мы будем есть сами, а вас приглашать не будем. Да, без проблем. Все, мы так и договорились, в общем-то мы этот вопрос прояснили. И первые 3 курса, самые, скажем так, трудные, мы занимались тем, что готовили сами. А вот что мы готовили? Что было в магазинах? Я сказал, что уже были талоны. То есть в магазинах не было ничего. Можно было купить картошку, вот какое-то сливочное масло, но это сливочное масло, его мало было, по талонам там 2 пачки, кажется, давали там. Был маргарин, мы жарили картошку на маргарине. Иногда приходила посылка, там из дома присылали мне тушенку, если мать доставала тушенку, то она присылала. Но это было не всегда, не регулярно. К картошке иногда делали котлеты. То есть в магазине продавались пельмени. Вот есть их было вообще нельзя. В таких бумажных каких-то пачках, килограммовые пачки пельменей. Вот эти пельмени, они стояли, и их никто не покупал. То есть их есть было нельзя вообще. То есть это была какая-то такая странная вещь. И были котлеты. Котлеты, я помню, стоили 10 копеек, но вот эту котлету, если ее там пожарить, она была отвратительная абсолютно. Но ее можно было, была технология, кто-то нас научил, уже не помню, ее мыли под водой, лишнее что-то, и из 2 котлет делали одну, и как-то это получалось, в общем-то, нормально. И варили макароны, иногда присылали также вот гречку, варили гречку. Варили и супы из пакетов. Были вот эти вермишелевые всякие там супы из пакета. Плюс яйца. То есть делали там яичницу. Вот такое. Хлеб с маслом тот же. То есть как-то питались. Насколько это питание было там полноценным, это, конечно, вопрос открытый. Но как-то что-то вот мы ели. Итог вот этого самостоятельного питания у нас был к 4-му курсу. То есть вот мы с товарищем окончили 5 лет, отучились и, в общем-то, ушли без каких-то проблем с пищеварительным трактом. А вот 2 наших соседей по комнате, которые готовить не стали, которые ходили в столовую, оба к 4-му курсу ели большие, огромные такие таблетки от гастрита. То есть они оба к 4-му курсу имели готовый гастрит. В общем-то, то, что я и предполагал, когда попробовал несколько раз вот то, что давали в этой столовой. И вот эта проблема с гастритом, она была массовая. То есть там был профилакторий, санаторий-профилакторий. Попасть туда была большая удача. Никакого особого там лечения, конечно, не было, никаких особых процедур, но там было нормальное питание. То есть там было некоторое диетическое питание, некоторое... такое, более-менее нормальное. И там просто тех, кто совсем, у кого приступы там с гастритом мучился, вот такие ребята, они попадали туда, там их немножко подкармливали, немножко давали им паузу в столовском питании. Но это было, там очень мало мест было, туда попасть. Я за 5 лет обучения дважды умудрился устроиться в этот профилакторий. Так это на 2 недели, кажется, тогда. Итак, на 3-м курсе я работал. То есть я как поступил в институт, я сразу стал подрабатывать. Там где-то на хлебзаводе что-то грузили, какие-то окна в спортзалах мыли. То есть была какая-то такая разовая шабашка работа. А на 3-м курсе мне, можно сказать, повезло. То есть я нашел работу в областной больнице. То есть от нас где-то минут 15 пешком была областная больница, новая. И там требовался дворник. И я устроился туда дворником. И отработал зиму. Зиму там полгода где-то я отработал, пока наступила там некоторая перемена, о которой скажу позже.
И это полгода пришлись на зиму. Вот можете себе представить работать дворником на, так сказать, в Новосибирске зимой. Ну, так, полно снега, мороз. До этого у меня, до вот этой работы, я постоянно страдал какими-то простуды, у меня были какие-то насморки, вот какая-то такая вот ерунда. После того, как я отработал зиму дворником в Новосибирске, у меня потом несколько лет, там лет 5 или 6, я не знал, что такое простудные заболевания вообще, то есть, закалился. И по деньгам там было как бы оформление на полставки, и ты получаешь 40 рублей, а 40 рублей ты отдаешь за то, что тебя устроили на работу. Отдаешь завхозу. И так вот было, я работал, получал 40, получал 80, за 80 расписывался, 40 отдавал, 40 мне давали. И чистил эту лестницу. Но там ты получал пропуск в областную больницу, как сотрудник областной больницы. А с этим пропуском ты имел доступ в больничную столовую для медперсонала. И вот там было нормально. То есть по сравнению с студенческой столовой, по сравнению с вот этой рабочей столовой, которая там крематорием, вот это питание в больнице для медперсонала, оно было вполне нормальное. Оно было чуть подороже, но ты там уже мог абсолютно, так сказать, нормально покушать. И это продолжалось вот до весны. Весной там состоялся разговор, мне предложили другой вариант. Мы видим, что ты парень хороший, давай ты работать вообще не будешь, а мы тебе будем платить 20 рублей, мы тебя назначим еще садовником на полставки. Вот. А сколько там ты будешь получать, ты знать тебе не надо, ты будешь просто расписываться. Но 20 рублей ты будешь получать на руки, но можешь не ходить на работу. То есть меня определили куда-то там на кислородную станцию дворником, я там был один раз, сказал, сходи, чтобы ты знал, если спросят, где это находится. Я пришел, мне сказали, так, больше, чтобы мы тебя здесь не видели, и на этом все. И я там еще довольно долго, там полгода или больше продолжалось, я получал просто по 20 рублей, ничего не делая. Но имея пропуск в вот эту областную больницу, и там ходил в столовую. И часто мне удавалось туда привезти супругу. И дальше, что у нас было? Дальше был вариант питания найти женщину. То есть у кого-то были там подруги. У меня была вот моя будущая жена, но у них тоже комната общежития, девчонки, они иногда готовили, но иногда я приходил, иногда что-то там картошку пожаренную, что-то, у них та же, как у нас, в общем-то, с питанием особых вариантов не было. И как-то мы там иногда, то есть это не был вариант, что постоянно питаться. А кто-то заводил местных подруг и, так сказать, питался нормально у кого-то. Причем вот эти местные подруги, варианты, они сами приходили, искали студентов, так же как разные там папики приходили, снимали студенток в студенческом городке, точно так же как такие женщины в некотором продвинутом возрасте приходили и искали там мальчиков, студентов. Вот. Один раз такой случай был. Я шел по улице и обогнал женщину, 40-45 лет, скорее 45, такая ярко одета, ярко как накрашенная, очень. И я, проходя, так оглянулся и пошел дальше. Она меня окликает: молодой человек, почему вы оглянулись? Почему вы на меня посмотрели? Я говорю, просто так случайно, а что такое? Вот. И она мне стала нести какую-то ересь про то, что у нее там кран сломался дома. И не мог бы я прийти вечером к ней починить кран, а она бы мне за это заплатила. То есть это был классический вариант вот таким образом. Я не нуждался настолько. Сказал, что я в кранах вообще ничего не понимаю, и пошел дальше. Но кто-то вот такие варианты находил и как бы питался тоже получше. Потом после 4 курса случилась поездка в Венгрию. После 3 курса, по окончании 3 курса, случилась поездка в Венгрию. И это 83 год. Соответственно,
у меня на канале есть пару рассказов, называется «Совки в Венгрии». Подробно про эту поездку, послушайте, это достаточно интересно. И в Венгрии что было? В Венгрии был коммунизм. Вот тот, который при Советском Союзе пытались там построить, и как-то вот никак не получалось в Венгрии, он был построен. То есть там в магазине, во-первых, там студенческие столовые, это полный супер. Там все было отлично. Там было просто великолепное питание, и мы подумали, это, наверное, вот иностранцы, там иностранные группы, для них вот как вот в Москве делают, для иностранцев специально. Наверное, у них там в Венгрии, вот в Будапеште, это специальный какой-то блатной такой университет, и вот у него специальная столовая, чтобы иностранцам показывать. Но, когда мы зашли в продуктовый магазин, просто гуляли по Будапешту, зашли первый попавший, у нас был культурный шок. Потому что там было все. Вот все то, о чем советский человек мог только мечтать. Вот, пожалуйста, там колбаса, какие-то сало, какие-то там сыры нарезанные, не нарезанные, копченые, всякие вот с дырочками, всякие такие с запахом, с плесенью. То есть там было полное абсолютное изобилие. Там хлеб нарезанный в целлофане, уже завернутый. То есть там был нормальный супермаркет, такой, как мы привыкли его видеть сейчас. То есть никаких талонов, разумеется, в Венгрии не было, это была социалистическая страна. То есть там было понимание, что, конечно, вот кроме Советского Союза все остальные соцстраны как-то вот живут немножко по-другому. То есть настоящий социализм строил только Советский Союз. И там же в Венгрии было огромное количество всяких частных магазинов, там была частная торговля, при том, что был социализм. И были магазины, в том числе одежные, там вот купить джинсы не было никакой проблемы. То есть ты приходишь в магазин, меряешь, покупаешь. А джинсы тогда, в Советском Союзе, это был предмет спекуляции, их доставали, их там по какой-то там тройной цене перепродавали, их шили сами подпольно. То есть в Венгрии проблемы со снабжением такой катастрофической, как это было в Советском Союзе, в Венгрии вообще ничего такого подобного не было. То есть там было все. Я говорил в роликах, что там помимо того и пища духовная была совсем на другом уровне. То есть там мы как раз были, вот у меня фотографии есть на фоне. Назарет приезжал с концертами, там мы ходили в кино, там Иисус Христос суперзвезда, вот опера шла, то есть Казанова Феллини шел, то есть там было в этом плане была совсем другая обстановка. Вот этого совкового, вот этого кондовости совковой там вообще не было. И это, конечно, очень сильно меняло сознание. Вот почему при Советском Союзе не выпускали за границу. Потому что сначала ты человеку объясняешь, что они там загнивают, и что мы-то вот такие правильные, а они там вообще неправильные, у них там эксплуатация и прочее. А потом человек приезжает, видит, и у него, так сказать, челюсть отвисает, и он понимает, что его дурят. А коммунизм настоящий вот там, куда он приехал. А вот там, где он живет, никакого коммунизма нет, а есть какая-то серая убогость. Это вот так было. Что было помимо питания? Вот напитки. Вот интересно напитки. То есть уже появился дефицит водки. То есть водку купить было трудно. И мы за водкой ходили к таксистам. Если так бутылка водки стоила там 4,12, 5,30 вот цены. У таксистов была фиксированная цена десятка. То есть, если тебе вечером приспичило, ты идешь к таксистам на башню, мы ходили, и вот у таксистов ты берешь по 10 рублей. Так в магазине продавалась, всякая ерунда продавалась там. В ресторане, я помню, тебе приносили имбирную настойку. Я один раз в жизни попробовал пить имбирную настойку. То есть, ты выпиваешь, и все, у тебя, там сказать, перехватывает все, и ты не дохнуть ничего ты не можешь. То есть с напитками тогда уже была серьезная проблема. И, соответственно, цвела спекуляция, и вина пропали. Болгарские вина, если в Караганде они свободно были, то в Новосибирске с винами тоже была некоторая проблема. Мне мать присылала спирт, я спирт брал, как это, раны смазывать, медицинский. Мы медицинский спирт разводили, делали. И как-то был напиток.
появилась пепси-кола. Тогда вот я увидел вот эту пепси-колу. Она продавалась у нас в буфете институтском, стоила 49 копеек. Вот. Это было очень дорого, это было страшно дорого по студенческим деньгам. То есть, пообедать в столовой стоило там 25 копеек. А тут за бутылку вот этой газировки 49 копеек. Иногда экономили и позволяли себе, а там были пузырьки, и, это было чудо настоящее. И что помимо питания? Была барахолка. То есть в плане одежды какой-то, это тоже был полный кошмар. А я как высокий, для меня проблема всегда была. Я помню, какой-то купил ужасный такой из кожезаменителя плащ, как-то его носил. С обувью была полная катастрофа. То есть там было трудно. Мать присылала вязаные свитера, я ходил в этих вязаных свитерах под горло. Какую-то куртку, какой-то перешитые какие-то полушубки, это все был полушубок у меня, помню, тоже из Караганды привез. В самом Новосибирске что-то купить было нереально. Была барахолка, на барахолке продавались диски, музыка всякая продавалась, одежда всякая, можно было купить там те же джинсы, можно было купить какое-то что-то модное. И уже там после 4-5 курс мы с супругой как-то поехали на барахолку, и тогда в моду вошли клипсы. Клипсы — это такое к уху цепляются такие сережки на прищепке. Прицепил, снял легко. И торговали ими почему-то цыганки. То есть там было огромное количество цыганок, целый табор, и целый табор ходил, и они: девочки клипсы, покупайте клипсы. А супруга хотела без висюлек, а клипсы были с висюльками, то есть там было кольцо, и там какие-то лепестки пластмассовые, какая-то такое висело. Или было просто был круглый шарик, и все, без висюлек. И мы подошли, цыганка нас останавливает: а что вы? Я говорю: клипсы нам надо. О, у меня есть клипсы, показывают, а у него все с висюльками. Я говорю: нет, нам надо без висюлек. И она тут же, не думая, берет и зубами откусывает эту пластмассовую, откусывает, и получается, смотрите, без висюлек. Мы рассмеялись, купили у нее эти клипсы без висюлек, откушенные. И как-то так. То есть это окончание института был 85-й год. Это еще не был пик, то есть это уже началась какая-то там перестройка. Но это еще не был самый-самый голод, самая голодуха, самые тяжелые времена. Следующий рассказ будет как раз распределение на заводе и потом армия. Это 86 по 91 год. Когда, в общем-то, все эти проблемы обострились, и обострились настолько, что закончились развалом Советского Союза. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, кликните котика, и успехов вам!